Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В этом видео вы узнаете, как смастерить изящную елочную игрушку-фонарик с лепниной. Для работы понадобятся простые доступные материалы. Желаю всем зрителям приятного просмотра и волшебного творческого вдохновения. Детали для фонаря можно вырезать из переплетного картона или тонкого плотного гофрокартона. Ссылку на шаблон вы найдете в описании под видео. В донышке проделываю отверстие и вклеиваю туда проволоку с бусиной. Из проволоки делаю петлю для подвеса, на которую в дальнейшем надеваю бусину. С изнаночной стороны концы проволоки фиксирую термоклеем и кусочком ткани. Оклеиваю работу бумажными полотенцами, используя смесь клея ПВА с водой в равных пропорциях.
Для работы можно применять как распечатки, так и салфетки с небольшими декоративными новогодними мотивами. В качестве эксперимента один из фонариков я решила покрыть универсальной акриловой финишной шпатлевкой. Но в итоге поняла, что применение шпатлевки здесь лишнее, так как особой разницы я не заметила. Ссылку на распечатку вы найдете в описании под видео. Для работы подойдет любая высыхающая на воздухе масса, как покупная, так и самодельная. Один из фонариков я украсила полностью лепниной из массы, второй сделала комбинированный, крышу украсила лепниной, а бока и донышко украшала салфеточными жгутиками в технике Paper Art. Третий фонарик полностью украшала салфеточными жгутиками. Здесь уже подбирайте на свое усмотрение, либо то, что вам более доступно.
Все декоративные элементы, а также крышу и донышко покрывают черной акриловой краской. Далее наношу синюю акриловую краску. После высыхания на весь рельеф наношу бронзовую акриловую краску, затем добавляю немного светлого золота и белого перламутра. После высыхания для большей прочности работу можно покрыть акриловым лаком. В принципе, на этом этапе работы уже полностью готовы, но я захотела добавить больше новогоднего чуда. Поэтому в некоторых местах нанесла столярный клей ПВА, который хорошенько присыпала декоративным снегом. Также можно использовать самодельную снежную пасту. Для этого смешиваю манку, немного акриловой краски, столярного клея ПВА и финишной акриловой шпатлевки. Вместо столярного клея можно добавить акриловый лак. Снежную пасту в необходимых местах нанесла на фонарик и, не дожидаясь высыхания, посыпала глиттером, имитирующим снег. Если глиттер после высыхания будет плохо держаться, то нанесите на снежную пасту акриловый лак и еще раз посыпьте глиттером, имитирующим снег. Так как фонарики я покрывала полуглянцевым акриловым лаком, картинки мне показались слишком тусклыми, поэтому я дополнительно покрыла их глянцевым акриловым лаком, чтобы было больше блеска и праздничного настроения. Вот такие чудесные фонарики у меня получились. Буду рада, если вам этот мастер-класс понравится и пригодится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, готовы ли вы к Новому году, воплотили ли все творческие планы и задумки в реальность. Мне будет очень интересно почитать. Всем моим подписчикам, как всегда, огромный привет. Спасибо каждому из вас за то, что вы у меня есть. Спасибо за все ваши теплые слова, за пожелания, за добрые чудесные комментарии. Мне очень и очень приятно. Отдельное спасибо всем, кто оставляет комментарии и ставит лайки. Вы помогаете моему каналу расти и продвигать видео на YouTube. Хочу напомнить, что в Telegram у нас открылась творческая группа, так что приглашаю всех моих подписчиков, присоединяйтесь, ссылочку вы найдете в описании под данным видео. Гостям канала предлагаю подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео. Всем моим зрителям желаю волшебного, творческого, новогоднего настроения и вдохновения. Пусть все всегда у вас получается.
Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. И самое главное, мое пожелание – это мирного неба над головой. До новых встреч!